Добрым людям добрый день. Продолжаю делать заготовки на зиму. Сегодня у меня красная смородина. Вот такая она изумительная, красивая, чудесная. Я уже ее перемыла, почистила и сложила вот в такую кастрюльку. Теперь моя задача эту кастрюльку поставить на очень медленный огонь, накрыть крышкой и медленно, не доводя до кипения, протомить, что я и буду делать. А затем мы отожмем из этой протомленной красной смородины сок, с мякотью он получится, останется жмых в виде косточек и кожи, и будем готовить вкуснейший джем. Конечно, этот продукт не будет диетическим, там будет очень много сахара. Но я не могу отказать себе в удовольствии и не приготовить это чудесное, великолепное, красивенное желе. Истекли 5 часов, остыла разогретая ягода, теперь я буду ее отжимать. И еще один момент, ягода напиталась ароматом мяты. Вот этот сок, который отжат, он не имеет яркого вкуса мяты, но послевкусие в джеме обязательно будет присутствовать. Ну что ж, теперь будем отжимать, то есть отделим пюре от косточек, то есть протрем через сито. Вот таким вот простейшим способом я протру через довольно мелкое сито мои ягодки. Вот таким вот простейшим образом. Можно применить другие способы. Предположим, взять какую-то синтетическую редкую тряпку или через марлю и отжать по старинке. Можно так, можно еще каким-то другим способом. Все способы хороши и возможны. Сок у меня готов. Даже, я бы сказала, это пюре из красной смородины. Вот оно. Вот такой имеет вид. Я измерила в кувшине объем моего сока пюре. Теперь я выливаю это все в большую кастрюльку. Вот в такую. И поставлю тоже на медленный огонь. Сахар я буду добавлять не сразу. Нагревать в целом свое будущее желе я буду не более 60-70 градусов. Почему? Моя ягода, мой сок должен зажелироваться. Поэтому кипятить его совершенно не надо. А сахар начну добавлять потихоньку порциями, когда начнет согреваться мой сок. И нагревать буду, высыпать сахар и растворять, помешивая на очень медленном огне до момента растворения сахара. Как только сахар растворится, я выключу плиту, разолью в стерильные банки уже сироп получившийся, закрою крышками, закатаю и буду ждать до загустения. После остывания сиропа этот сироп сахарный и сахарно-ягодный превратится в очень упругое, устойчивое желе. Можно сказать, даже превратится в мармелад. Ну что ж, приступаем дальше к работе. Поставила на плиту кастрюльку, выливаю оставшийся сок пюре в эту кастрюльку и на небольшом огоньке я буду нагревать, постоянно помешивая сок. Вот он у меня такой густой, я бы сказала, что это ягодное пюре. Оно редкое, жидкое, но оно превратится у меня в очень вкусное и устойчивое желе. Мое пюре начинает нагреваться, и я потихонечку буду подсыпать сахар. Не сразу весь объем, а потихоньку, порциями. И вот так при постоянном помешивании я буду нагревать сок до полного растворения сахара. Сахар, еще раз скажу,
я положу на литр сока килограмм сахара. Этого необходимо и достаточно для того, чтобы зажелировался сок. Завершается процесс приготовления. Мой сироп готов. Теперь я должна буду разлить это все в стерильные баночки. Есть еще один нюанс. У меня было 2 литра сока и 2 килограмма сахара. Так вот, когда начинает нагреваться сок, я добавила в несколькими частями 1 килограмм. Потом, когда сок у меня нагрелся до определенной температуры, где-то градусов до 60-70, я добавила последний килограмм. При выключенной плите я размешивала сахар до полного его растворения. То есть ни в коем случае нельзя доводить сок до закипания. Мы можем доводить до 70, до 80 градусов. Наша цель – растворить сахар и все. То есть, подводя итог сказанному, первые 50% сахара начинаем вводить, когда сок прогревается от 40 градусов. Последнюю вводим, когда сок прогрелся от 60 до 80 градусов. Выключаем плиту и размешиваем. То есть сахар размешивается при выключенной уже плите. Все, теперь разливаем. Вот и завершился мой день. Завершилась моя работка. Я свое желе разливаю вот в такие небольшие баночки. И вот в такие. И хочу вам показать, что у нас получилось. Вот наше желе. Я переворачиваю баночку, оно держится. Не выпадает, видите? И сейчас я покажу ложечкой, как это выглядит. Вот. Вот оно какое. Вот просто мармеладик. Видите? Вот так должно получиться. И самый главный момент в приготовлении желе из черной, красной смородины и малины. Остальные ягоды не желируются, в них нет желирующих веществ. Важный момент – ягода должна быть хорошо созревшая, полностью созревшая. И тогда, если вы выполните все мои рекомендации, возьмете зрелую ягоду, у вас все получится. У вас будет тоже вот такое вот мармеладное, вот оно, вот такое мармеладное желе. Приятной работы и приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик и обязательно подпишитесь. Я буду рада. И еще мне будет приятно, если вы оставите ваш комментарий. Добра и здоровья вам!